Глава 2. Энергии, тело и ум. Люди — это воплощение существа, и это означает, что мы существа, живущие в теле. Мы не являемся лишь телами, но мы неотделимы от них поскольку это касается нашей человеческой жизни. Существует другая внетелесная жизнь, которая начинается после того, как мы покидаем наши телесные рамки. Но человеческое существо воплощено в трехмерном мире, и это является одновременно элементарным и фундаментальным фактом нашей жизни. По каким-то непонятным причинам простота инкарнации и не осознается и не улавливается большинством людей. То, что мы просто не способны освободиться от ограничений тела, возможно, заставляет некоторых людей серьезно сомневаться в проблемах, связанных с выводами духовных учений, а иногда даже отвергать их. Некоторые духовные люди настаивают на том, что тело вообще не имеет особой важности. Они принижают значение тела, иногда рассматривая его как грубый барьер для возвышенных целей, и сосредотачивают свое внимание на развитии духа, начиная с развития ума. И все же они идут этим путем, находясь в теле. Мне хочется задать вопрос, смогли бы они приобрести хоть какой-нибудь опыт, не имея тела? Насколько мы знаем, возможно, существуют миллиарды неинкарнированных душ, нетерпеливо ожидающих воплощения в теле, выстроившись в очередь в соответствии с космическим законом воздаяния за совершенное зло и ожидая момента, когда это произойдет с ними. Другой стороной медали является то, что в этом мире есть люди, придерживающиеся редукционистских взглядов. Эти люди заявляют, что мы — это всего лишь тело и не представляем собой ничего, кроме обладающего разумом соединения крови, кожи, костей и волос. Среди редукционистов царит полное несогласие в отношении того, что, например, представляет собой сознание, и это, очевидно, происходит потому, что оно не может быть проанализировано с помощью микроскопа. А ведь множество очень важных вещей, таких как идеи, эмоции, любовь и мудрость, тоже не могут быть проанализированы с использованием микроскопа. Так означает ли это, что эти вещи не существуют? Конечно же, нет. Кто мы такие, чтобы утверждать, будто лишь с помощью измерительных инструментов, созданных людьми, мы можем узнать, что реально, а что нет? Такие взгляды — сущее безумие. Если отбросить бессмыслицу двух рассмотренных крайностей, то между ними мы различим совершенно очевидный факт, заключающийся в том, что мы одновременно являемся и телом, и умом, и духом, сложно переплетенными между собой. В свете этого очень простого понимания мы и должны рассмотреть энергетическую систему человека. Энергетическая система человека является энергетическим субстратом человеческого тела и интеллекта. Это система внутри системы, и она не является физической, но она настолько же реальна, как реальны наши внутренние органы, наши суставы, наше лицо. Энергетическая система человека по схеме и по своим функциям аналогична нервной системе, и это сходство заключается в том, что она проходит через все тело и с ней связаны большие и малые проводящие пути. Крупные скопления нервов в теле называются сплетениями, их эквивалентами в энергетической системе человека являются чакры или центры концентрированной силы. В то время как нервная система проводит миллиарды импульсов, чтобы поддерживать тело в нормальном состоянии, энергетическая система человека является связующим звеном между мировым источником всего разумного и человеческим телом. В отличие от нервной системы, энергетическая система человека выходит за пределы физического тела. Аура, или энергетическая оболочка, окружающая человеческое тело, некоторые люди видят ее, является частью этой системы. Энергетическая система человека представляет собой энергетическую сеть, которая пронизывает человеческое тело. Эта сеть снабжает человеческое тело энергией, наполняет жизнью человеческий ум и обеспечивает энергетическую основу, на которой и построено человеческое тело. Это сложная сеть, по которой течет вся жизненная энергия. Я охотно допускаю, что для многих людей предыдущие утверждения могут показаться чистым вымыслом. Если человеческая энергетическая система существует, почему же тогда никто не чувствует ее? Истина заключается в том, что мы непрерывно получаем силу от работы нашей энергетической системы, но ее активность настолько тесно связана с каждым аспектом нашей земной жизни, что в целом мы не замечаем ее. Это характерно для всех наиболее важных аспектов нашего существования. Например, большинство людей не осознают свою селезенку или нервные ядра, находящиеся в гипоталамусе. Тем не менее, эти части тела усердно работают круглые сутки, поддерживая иммунную систему и соответственно интегрируя работу автономной периферической нервной системы. Обычно мы только тогда замечаем симптомы, обнаруживающие работу той или иной части нашего тела, когда с ней случаются какие-то неприятности. Хотя энергетическая система человека работает непрерывно и поддерживает положительную связь человека с источником всей жизни и разума. Однако, для того чтобы сознательно воспринимать ее, нам следовало бы, так сказать, повысить энергетическое напряжение в этой системе. Именно здесь вступают в действие такие духовные учения, как йога, тай-цзи или другие формы медитации.
С использованием практики этих дисциплин, касающихся ума и тела, энергетическая система человека начинает пропускать потоки энергии все большей мощности. Когда случается, что уровень энергетики становится достаточно высоким, то можно легко почувствовать постоянный энергетический поток, проходящий сквозь нас. Со временем становится возможным одновременно усиливать поток энергии и остроту чувствительности наших органов чувств до такой степени, что энергетическая система человека может восприниматься в высшей степени отчетливо. Она становится ощутимой, слышимой и видимой. Позвольте мне поделиться с вами одним из моих наиболее ранних переживаний, относящихся к моей собственной энергетической системе. Я вспоминаю, как летом 1971 года, будучи старательным новичком в йоге, я читал большое количество книг по йоге и медитации, практиковал йогические асаны и медитировал, по крайней мере, дважды в день. Перед тем, как лечь спать, я обычно практиковал нада-йогу, метод, описанный во всех подробностях в разделе медитации глава 9 этой книги. Нада-йога включает в себя вслушивание в звуковой фон, представляющий собой поток энергии, который проходит по всему телу и который можно воспринимать на слух. Он обычно бывает слышим, если внимательно прислушаться к звукам в области головы рядом с правым ухом. Все действия, которые были связаны с этой медитацией, я почти полностью повторял каждый вечер. Потом я ложился на спину и выпрямлял свое тело, после чего старательно прислушивался к внутреннему звучанию. Через полчаса или около этого я переворачивался на бок и засыпал. Однажды вечером я, как всегда, лег в кровать и начал прислушиваться к звуковому потоку. Вначале все было как всегда, и я не почувствовал ничего необычного. Однако затем звук начал постепенно увеличивать свою громкость, что можно было бы сравнить со звучанием симфонии, исполняемой где-то вдалеке, когда вначале она звучит для вас тихо и вы не различаете отдельных инструментов. Но постепенно, по мере того, как вы подходите ближе, звук становится громче, и вы начинаете во все большей мере воспринимать различия в звуках. Вместо того, чтобы как обычно слышать слабое жужжание или звон, я услышал одновременно несколько десятков звуков, каждый из которых постепенно становился все громче и звучал все более отчетливо. Поскольку громкость и четкость каждого звукового потока постепенно возрастала, я начал чувствовать мягкую жужжащую вибрацию, проходившую через все мое тело, как если бы все его молекулы проснулись от глубокого сна и начали танцевать. По мере того, как возрастал звук, ощущение вибрации в теле тоже возрастало. После нескольких минут этого постепенно нарастающего звучания ощущение вибраций все неожиданно резко и драматически изменилось. Внезапно звуковой поток начал с ревом перемещаться от моих ступней вверх к голове, и громкость звука была такой, как если бы по моей кровати ездил железнодорожный состав. Ощущения в моем теле изменились от мягкого жужжания до чувства мощных вибраций, каждая клетка казалась переполненной энергией. Из середины позвоночника вверх по направлению к голове начал двигаться мощный поток энергии. Это было похоже на то, как если бы я был полой трубой, а концентрированный вихрь энергии продувал эту трубу насквозь. Ревущие звуки и напряженные ощущения сопровождались изумительной картиной живых красок, пробивавшихся сквозь мое тело. Яркие сверкающие взрывы золотого, желтого, красного, голубого, Пурпурного и серебристого цвета взлетали вверх, прорываясь сквозь мое тело, и были полностью доступны моему внутреннему взору. Это было похоже на то, как если бы самое шумное празднование китайского Нового года, которое когда-либо имело место в этом мире, вдруг начало совершаться внутри меня и наполнило меня картиной живописного фейерверка. После нескольких феерических минут звуки, чувства, свет и цвета начали убывать. Я чувствовал, что все мое необычайно оживленное тело ликует и находится в состоянии экстаза. Так я на личном опыте познакомился с работой энергетической системы человеческого тела. Это была моя первая существенная встреча с действующей внутри нас энергией кундалини, и это был мой первый опыт, когда я получил доступ к этой энергии благодаря йогической практике. Здесь следует заметить, что описанное переживание не имело никакого отношения к психоделикам и что я в течение длительного периода времени, предшествовавшего этому вечеру, не использовал никаких веществ, изменяющих состояние сознания. Все, что тогда случилось, было результатом добросовестной практики с использованием йогических методов. Я пересказываю вам этот случай вовсе не для того, чтобы произвести впечатление, а лишь за тем, чтобы убедить вас, все, о чем я пишу, можете осуществить и вы. Вы тоже можете добиться, чтобы ваша собственная энергетическая система стала ощутима, слышима и видима, и убедиться, что речь здесь не идет о каких-то расплывчатых и еле заметных ощущениях. Энергетическая система человека является границей пространства бесчисленных измерений. Это ландшафт, наполненный первичной силой, звуком и светом. Это игровая площадка мистиков и йогов. Это волнующее, интересное, а порой и пугающее место для наших путешествий. Практикуя йогу, вы не только сможете приобрести необычный опыт, который в противном случае мог бы оказаться доступным вам лишь с использованием мощных психоделических средств,
но и будете способны развить определенную степень сознательного контроля над энергией, которая течет через вас. Это то, к чему стоит стремиться. Подумайте, как много вещей кажутся недостижимыми, когда вы лишь начинаете работать над ними. Например, человек, который никогда не учился бегать, может думать, что пробежать рысцой 1 милю – это что-то совершенно выходящее за рамки его возможностей. Однако, практикуя, тот же самый человек со временем относительно легко сможет пробежать дистанцию в 5 миль. Недоступное часто становится доступным благодаря практике. Это похоже на то, как мы учимся читать музыку по нотам. Сначала лист с нотами может показаться не более чем бессмысленным набором странных знаков. Однако по мере знакомства с этими знаками и символами вы, в конце концов, оказываетесь способными слышать музыку, которая записана на этой странице. Или давайте рассмотрим медитацию. Сначала медитация может показаться переживанием, которое лишь расстроит вас из-за того, что вы убедитесь, что ваш ум наполнен мыслями, наподобие жужжащих пчел. Вам может показаться, что достичь покоя, занимаясь медитацией, это смешная фантазия. Но через некоторое время вы научитесь успокаивать свои мысли, и медитация превратится в погружение в чистый, ясный, прозрачный бассейн чистого разума. Все требуют практики. Энергетическая система человека работает в 2 направлениях. С одной стороны, это система, которая пополняет жизненную энергию и дает жизнь разуму. С другой стороны, это путь к высшим измерениям энергии и интеллекта, выходящий далеко за пределы потребностей нашего тела и человеческого понимания, что-то вроде шоссе, ведущего в бесконечность. Вы можете действовать внутри своей энергетической системы, и она может стать настолько привычной для вас, что вы сможете как краном перекрывать ваш ум и ваши чувства и переключать их на энергетический поток, который течет внутри их. Со временем вы можете стать адептом, обследующим поток за пределами тела и ума. Мне нравится называть это серфингом на потоке. Однако описать это трудно, это задача мудрецов, йогов, мистиков, которые и занимались этим на протяжении человеческой истории. Если вы только читаете и говорите об энергетической системе человека, то она будет оставаться для вас эфемерной абстракцией. Однако, практикуя методы, описанные в этой книге, вы добьетесь того, что энергетическая система тела станет для вас чем-то реальным и доступным прямому переживанию. После этого у вас появится возможность исследовать ее в ширину и глубину, изучить эту разумную жизненную силу, текущую внутри вас.